А что если я вам скажу, друзья, что финальный релизный месяц выхода Танков Classic будет декабрь этого года? После последних новостей по классике, а точнее отсутствие этих новостей, мы с вами в прошлом ролике рассматривали варианты исхода, когда может выйти игра. Разработчики не стали показывать ничего в прошлом видеоблоге по классике. И мы пришли к выводу о том, что игра в этом году уже не выйдет с вероятностью в 99%. Также в прошлом ролике я предполагал, когда будет следующий видеоблог. И, кстати, я угадал. Но тут, друзья, у нас появилось 3 новых новости по классике. Сейчас мы все это рассмотрим, друзья. Ставьте лайк обязательно сразу же на это видео. Если на канал не подписаны, подписывайтесь. А мы переходим к этим новостям. Ну, начнем с того, что разработчики опубликовали расписание выхода видеоблогов в декабре. И, как вы видите, запланировано аж 2 видеоблога 18 и 25 декабря. Судя по превьюшке этой картинки, разработчики намекают о начале ивента ледникового периода Танков Онлайн, или как-то так он назывался в том году. На чем нам скорее 18 числа и расскажут. А возможно, это вообще уже новогодний ивент будет. И вот сразу, что вот не свойственно разработчикам, через неделю еще один видеоблог появляется. Что там может быть? Ну, давайте начнем с того, что, помните, я вам рассказывал, что Танки Онлайн вышли в Steam, где было написано, что дата релиза игры запланирована на 2025 год. И что вы думаете произошло? Эти сведения поменялись. Теперь на странице в Steam по Танкам Classic написано, что игра скоро выйдет. Уже не написано, что это 2025 год, а написано, что игра скоро выйдет в релиз. Возможно, не просто так разработчики делают еще один лишний видеоблог через неделю. Да и, возможно, и в видеоблоге номер 539 18 декабря тоже будет затронута классика. Потому что начинаются всплывать вот такие вот неочевидные моменты, как момент со страницы в Steam, да, что игра скоро выйдет. Что это означает, мы с вами сейчас это обсудим. Это вот второй момент был, да? И третий момент, ну я не знаю, наверное, это самый такой, знаете, из разряда теории заговора. Разработчики Танков Онлайн как раз после публикации расписания видеоблога на своем телеграм-канале опубликовали пост с надписью «Тест», после чего моментально удалили эту надпись. И вот если скриншот найду, кто там сохранял, вот на экране у вас будет, вот такую надпись опубликовали разработчики все в телеграме, после чего удалили. Возможно, совпадение, но слишком много совпадений на 1 квадратный метр, так сказать, да? И в Steam в игре написано, что скоро выйдет, и расписание видеоблогов появляется, и плюс вот такой вот еще пост от разработчиков удаленный с надписью «Тест» происходит. Правда, на следующий день в телеграм-канале разработчики опубликовали новый пост о том, что Танки Онлайн вышли на iOS, а точнее приложение наконец-то появилось в магазине App Store, то есть на iPhone и iPad можно теперь скачать Танки Онлайн. Возможно, тестировалась именно эта запись, но возможно и был намек на классику. Ну как думаете, напишите в комментарии. Мне все-таки кажется, что это не совсем было связано с классикой, а вот что действительно связано с классикой, так это дата выхода, которая теперь звучит как «скоро выйдет». Ну и достаточно интересные даты выхода видеоблогов. По поводу надписи «скоро выйдет», это может означать 2 варианта. Что игра вот-вот скоро выйдет в декабре этого года, или же тест этой игры, да. Мы вот 2 варианта вот этих рассматриваем в одном, так сказать, да. Что релиз и теста игры, хоть что-то надо, чтобы что-то вышло, да. Это вот первый вариант. Скоро выйдет, что в декабре. Второй вариант, что они, наоборот, убрали дату релиза 2025 год и поставили просто «скоро выйдет» как неопределенный срок. То есть они не знают, когда выйдет. Либо такой вариант, самый такой пессимистичный, который может произойти. Но с другой стороны, если так подумать, могли бы и поставить, если бы эта речь была о переносе, могли бы и поставить 2026 год, да? Это что релиз, дата выхода запланирована на 2026 год теперь. Но нет. Здесь написано именно «скоро выйдет», поэтому, друзья, появляется очень большая надежда и шансы увеличиваются на то, что игра выйдет именно в этом году, в этом месяце, в декабре. Опять же, про выход игры я имею в виду, что будет начало тестирования. Если, друзья, вы играете в новые Танки Онлайн, не забывайте ставить лучший тег создателя контента в игре, ник 10 в настройках вашего аккаунта. Что касается видеоблогов, можно предположить, что 18 числа заканчивается как раз действующий ивент в Танках «Черная пятница», после которого стартует, видимо, вот этот вот ледниковый период, судя по превьюхе на этом расписании. Что туда еще в этот видеоблог можно впихнуть? Ну, естественно, новость о том, что танки вышли на iOS. А что еще? Возможно, танкофонд, но танкофонд будет разыгран на стриме отдельном 23 числа. А что еще можно туда впихнуть? Правильно, анонс выхода тестирования классики. Либо вообще хоть какую-то информацию по классике. И после этого, через неделю, еще один видеоблог. Что показывает там, если можно было уже показать все в 18-м видеоблоге, включая, кстати, и ивент новогодний. Я вот не пойму, почему у нас ледниковые игры стартуют 18 числа, а не ивент Новый год. Может, все-таки я ошибаюсь, и это новогодний ивент уже будет стартовать. Если это будет так, что стартует Новый год, 18 декабря в видеоблоге номер 539, то тогда тем более подумать, что показывать в видеоблоге 25 числа. Но кроме анонса Нового года, опять же, если этот анонс Нового года не покажут
в предыдущем видеоблоге. Показывать нечего. То есть все ведет к тому, что разработчики должны начать тест классики. Ну, либо сделать какие-то крупные анонсы, либо показать геймплей, либо хоть что-то показать про классику. Потому что другого уже не дано. Опять же, если 25 числа что-то будет показано, возможно, тестирование на праздниках будет проводиться. В чем я очень сильно сомневаюсь. А вот если 18-го покажут и анонсируют, да, тестирование классики, то еще какое-то есть время до Нового года, чтобы там 25-го подвести итоги. Но опять же, как-то маловато, да, маловато. На тестирование, я думаю, как минимум месяц должно уйти. И почему-то кажется, что вполне возможно будет, что если тесты будет запущен, то это будет проходить все праздники и весь январь, как минимум. Ну, звучит, в принципе, логично, да, на выходных, чтобы игрокам дать пощупать, поиграть чуть-чуть. Ну и, конечно же, может быть и такое, что ничего и не покажут. Но я думаю, что какую-то информацию обязаны дать, как минимум сказать, что, блин, ребята, так-то, игру чуть-чуть переносим. Пишите ваше мнение в комментариях, как вы думаете, что скрывается за этими загадочными датами выхода видеоблога, что означает вот эта вот надпись на странице игры в Стиме у Танков Classic, что игра скоро выйдет. Действительно ли она скоро выйдет, или все-таки такую надпись сделали, чтобы срок был не определен теперь. Помимо, кстати, вот новых еще каких-то нововведений на странице игры, ничего, в принципе, не поменялось. Описание также вот то же самое осталось, с вот этой вот ошибкой, что ждем тебя в игре Танки Онлайн и не Танки Classic. Что касается системных требований, все так же, тоже ничего не изменилось. Из такого интересного, знаете, из мелочей, на что стоит обратить внимание, так это, наверное, вот многие спрашивают, будет ли игра на телефонах. Уже 100 раз на этот вопрос отвечали, да, Танки Classic будут на телефонах, в том числе и тестирование, потому что даже здесь вот написано кроссплатформенный мультиплеер. То есть это можно и с компьютера, и с телефона играть, и в теории даже если на консоли успеют сделать, то и с консолей. Как сейчас Танки Онлайн на Nintendo Switch есть, да, которые также должны выйти на PlayStation и на Xbox. А вот совместимость со Steam Deck пока неизвестно. В общем, пока так, друзья, ставьте лайк обязательно на это видео, пишите ваше мнение, выйдет ли игра в этом году, что думаете. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором мы тоже обсуждаем классику, и не только. В Discord сервер вступайте, на стримы заглядывайте, на этом канале проходят. А я всех благодарю за просмотр. Ждем Танки Classic в этом году.